Всем привет, с вами снова MaxDice7, и на этот раз у нас, скажем так, преп-патч. То есть у нас вышел новый патч, то есть обновление в роллеркоине, в котором они добавили несколько новых изменений, фишек и всего остального. Но также они нам сообщают о том, что в скором времени, ожидается еще больше других изменений. И эти изменения будут, как бы это сказать, более фундаментальными. Сейчас я попробую объяснить, что же они уже сделали и что же в скором времени будет сделано. Итак, патчнот, да, то есть обновление от января 2023 года. Нам говорят: эй, роллеры, готовы к еще одной вкусной порции новостей об улучшении игры от команды Rollercoin. Конкретно здесь основным, скажем так, фактором внимания у нас является обновление стены задач, то есть тасквала. Это офферы, с которыми у нас всегда были большие проблемы, потому что в нашем регионе, к сожалению, очень мало рекламодателей, которые заинтересованы получить от нас какую-либо, обратную связь. Поэтому офферов у нас всегда было мало, и это обновление направлено на то, чтобы помочь, скажем так, всем игрокам делать их более просто и увеличить их количество. Что же здесь делается? Первое, здесь интуитивно упростили систему. В каком-то плане для меня, допустим, стало сложнее. То есть сейчас, когда мы заходим непосредственно в оффер-лист, для начала мы выбираем площадку, на которой мы будем смотреть офферы. Также чуть позже скажу, что они добавили новую. Вообще она вот это уже сказал. Итак, раньше у нас было, допустим, Offertora, да, CGG и еще несколько площадок. И некоторые из них выплачивали, некоторые из них не выплачивали. Причем самая большая магия в том, что некоторые из них платили в определенный момент времени, потом перестали. И наоборот, некоторые платили тогда, когда эти не платили, а потом перестали платить, когда начали другие. И, в общем, это была прям такая тонкая грань. Тебе нужно было делать оффер, а потом чаще всего иди в какие-то телеграм-чаты или еще что-то и узнавать. Ребят, слушайте, прошел оффер, что не так? Не начислили награду, вам говорили, так он не платит. Чего ты не спросил раньше. Сейчас же, по идее, такого должно быть меньше. Но, опять же, всегда предупреждаю, если вы берете оффер, который требует от вас каких-то время затрат, то есть нужно пройти какой-то уровень или еще что-то, прежде чем скачать приложение, конкретно на странице в Play Market или еще где-то, сделайте скриншот. Скриншот автоматически записывает дату и время, когда вы его сделали. Соответственно, сделайте скриншот перед началом скачки, после скачивания и потом в конце, когда вы сделали. И если вам награду не начислили, вы уже, скажем так, больше шансов имеете на то, что в итоге вам награду таки начислят. Так вот, здесь мы выбираем непосредственно площадку, на которой нам, соответственно, открывается уже в таком мини-окошечке непосредственно уже сама эта площадка с теми заданиями, которые там доступны. Offertora мне привычно, я сделал здесь не один оффер, и в принципе можно посмотреть, что у меня есть... нету, понятно, они обновили немножечко. В общем, они в основном платят. Допустим, в War Thunder вот я не делал именно самолеты, но я делал что-то другое. Вот Кросаут я делал, мне заплатили. И еще какие-либо вещи, то есть, в принципе, они платят. Этих я пока что вообще не знаю. И берите на свой страх и риск. С другой стороны, добавилась новая такая тенденция. Раньше у нас были еще опросы. Опросы у нас всегда появлялись вот здесь. И опросы еще были, мало кто знал, но я всегда об этом говорил. Именно от Offertora еще были опросы, которые назывались Your Surveys, соответственно, твои ответы. И на них тоже можно было получать по одному РЛТ, когда они у тебя были. Потому что чаще всего их там просто не было. Теперь же у нас есть небольшие опросы, за которые дают, буквально... копейки, правильно? Но важно понимать, что эти копейки пойдут нам в зачет того, что мы, соответственно, выполнили в ивент квесте. Вот здесь вот мы выполнили непосредственно ревард, и также еще они пойдут в зачет непосредственно самих наград Daily и Weekly именно в РСТ бонусов. Так что это очень приятно. Надеюсь, у нас они будут работать адекватно. Помимо этого, еще также хочу вас предостеречь, если вы скачиваете такие игры, как, к
Кстати, мне уже другое что-то предложило. Вот, GameHack и прочее. То есть, если вы видите регистрироваться и собрать 500 гемов, да, регистрироваться, активировать аккаунт и собрать 300 поинтов. Практически всегда это скам. Такие площадки всеми удобными способами не будут принимать у вас задания и будут говорить, что вы сделали что-то не так. Соответственно, здесь у нас появилась инструкция, где есть Let's Go, и, соответственно, она нас перекидывает именно на сами опросники от Rollercoin, то есть не от площадок, которых у нас все еще нет. Также важно понимать, что если вам не зачтет задание, писать на почту Rollercoin бесполезно. Писать на почту Rollercoin вы можете только тогда, когда вы выполняли задание вот из этой верхней колонки. Если же вы выполняете задание от любой из этих, скажем так, организаций, да, то вы пишете уже им на почту, и не всем им можно дописаться. Оферторы, допустим, есть, а остальных я не знаю. Итак, давайте читать дальше. Соответственно, здесь у нас что говорится, да, новые разделы, рекомендуемое приложение, там опросы, стена задач и прочее. Также они добавляют таблицу лидеров на стене задач. И здесь у нас уже, соответственно, опять же интересно. Вот у нас есть лидерборд, и здесь показывают, сколько заданий выполнили люди и сколько за это они получили RLT. Согласитесь, это как бы круто, но опять же не про нас, потому что если человек за одно задание получает 103 RLT, он явно живет не в странах СНГ, потому что настолько высокооплачиваемых офферов у нас никогда не было и, скорее всего, не будет. И они между собой делят приз в 10 тысяч RLT. Все люди, которые здесь участвуют, да, которые занимают какие-то призовые места, они в итоге будут делить между собой вот эту вот большую награду. В зависимости от того, сколько кто набрал, я так понимаю, в процентном соотношении. Соответственно, помимо начисления RLT именно за сами таски, вы будете получать еще по одному RLT за каждые 1000 баллов. Так, дальше. Новые поставщики стены задач. То есть как раз-таки то, о чем я говорил, новые компании, которые они подключили, чтобы они давали нам больше офферов. Сейчас они подключили компанию именно AED, и вот здесь мы ее, по-моему, увидели. Если я не ошибаюсь, вот это она и есть, AED, да, Studios. Ни разу ее не открывал. В принципе, все стандартные офферы. Пожалуйста. И их очень мало. Это важно понимать, что для нас все еще супер мало офферов. Как видите, практически нет. Соответственно, еще планируют подключить две компании. AdGem и Theorema. Ну, соответственно, это в переводчике так, на самом деле чуть-чуть другое. Далее у нас идет Solana. Депозиты и снятие средств. Наконец-то сделан вывод непосредственно Solana. У меня уже в комментариях на YouTube человек один жаловался, что почему такая большая минималка, то есть он сказал, что там, чтобы вывести Solana, нужно порядка 1000 рублей, именно в российских, если говорить, наверное, в российских говорил, накопить. На что я могу сказать, что если вы хотите получать именно, так сказать, гроши, то есть маленькие какие-то суммы выводить, то майните просто доги. Там практически даже не практически, а если я не ошибаюсь, там самая маленькая минималка. А у Solana такой, скорее всего, что высокий лимит вывода, потому что ее очень много людей в свое время нафармили, когда она была непопулярной, но вывести не могли, и они ее не тратили. Поэтому как раз-таки для таких людей сделана, скажем, такая заманушка, да, то есть если у вас есть нужная сумма, выводите, если нет, дофармливайте опять же Solana, майните ее больше. Так, и, соответственно, нас предупреждают, что депозиты и выводы там в Solana, да, они могут происходить с задержкой. Понятно почему, потому что, опять же, тестируется система, у них часто происходят сбои с какой-то одной из криптовалют, именно с пополнением, либо с, соответственно, наоборот, вводом.
Итак, дальше, CryptoQuest. Про CryptoQuest я уже делал отдельный ролик, когда у нас был CryptoQuest по доге, но, насколько я понял, это просто новый тип еженедельного квеста. То есть теперь мы на постоянной основе каждую неделю будем получать какой-либо CryptoQuest и получать уже реальную крипту за выполнение наших задач. Все еще офферы, правда, нам этого мало позволяют сделать, но тем не менее. И дальше нам кидают такой тизер. Еще больше впереди. Встречайте старые события в новом формате. То есть они какие-то события собираются переделать, которые нам понравились. И если, как бы это сказать, если отталкиваться непосредственно от того, что людям нравилось в то время, когда это выходило, то как раз-таки фестивали, когда они только появились, людям в принципе понравились, то есть они сказали: вау, да, круто, мы новички, и мы, соответственно, можем получить хоть какую-то награду. Хотя в первый фестиваль в Golden Time это было сделать тяжело, но уже в следующем новички смогли получать хоть какие-то майнеры абсолютно бесплатно, просто играя в игру. Также у нас добавилась, скажем так, новая распродажа Elements Masters. Соответственно, это Sale of Popular, то есть это будет идти распродажа 4 недели, и каждую неделю будет добавляться майнер, вот такой, как этот Magma, за 54.99 на 210 GH. Они будут связаны со стихиями. Вот видите Магму, если мы, соответственно, зайдем к нам в коллекцию и посмотрим последние добавленные базовые майнеры, для того, чтобы это посмотреть, нам нужно пролистать непосредственно свои майнера. Может быть, кто-то не знает. Сейчас узнает об этом. Я, если честно, не знаю, сколько страниц у меня майнеров, поэтому вот, пожалуйста. То есть вот мы можем увидеть, что следующими майнерами будут вот Windwalk, да, Etherbind и Wavestorm. Так как Magma уже вышел. В каком порядке, соответственно, никто не знает, но факт в том, что мы знаем, что ближайшие 4 недели, каждую неделю в одном из предложений именно недельных будет показываться Магма, либо другая любая стихия. Они достаточно хорошо грейдятся, так что если у вас есть много RLT или вы хотели давным-давно себе скрафтить какой-то, не знаю, крутой майнер там 5 уровня, 6, я вот, допустим, начинал себе крафтить 5, но, к сожалению, финансы поют романсы, довольно тяжело это все крафтится, то есть даже при условии там какого-то наличия RLT это прям тяжко. Ну и, соответственно, последнее, что у нас есть, это как раз-таки китайский Новый год, его еще называют лунным, и у нас есть новая Special Moon распродажа, где просто продают, тяжело, наверное, это прочитать, Chunksai Road, за просто RLT. 260 RLT, майнер на 1 GH и 6%. Если мы откроем просто элементарный калькулятор, раньше у нас, когда еще не было маркета, в принципе, даже не так, когда только маркет появился, коэффициент 3,5 для майнера на маркете был хорошим для продажи. Но покупать ты хотел бы с коэффициентом 4,5. Как мы считали коэффициент? Мы просто брали общую мощность, да? И после этого делили ее на количество RLT. То есть, ну, на 260 условно. И мы получаем 4423. То есть 4,5 практически. И я бы сказал, что да, это очень крутое предложение. И оно, в принципе, такое есть, потому что удивительно, я не ожидал, но, по-моему, я могу ошибаться, но на моей памяти это первый раз, когда вот на таком вот оффере, да, просто на распродаже продают топовый майнер из какого-то сундука, потому что этот майнер у нас, соответственно, получается в лутбоксе, вот этом, да, то есть он лучшая награда. Вот, пожалуйста. 1150. И, честно говоря, за 25 вы откроете 10, шанс того, что вам с 10 выпадет этот майнер, крайне маленький. Здесь же у вас 100% шанс того, что вы его купите. Также, если мы, ну, как бы зайдем на торговую площадку, я думаю, мы найдем его даже еще и чуть-чуть подешевле. Ну и, соответственно, действительно, на моей памяти это первый раз, когда какой-то ультра крутой майнер из сундука просто берут и продают непосредственно сами разработчики роллеркоина. Так что вот такая у нас специальная мун распродажа. Мне кажется, что они будут продолжать заниматься этим для того, чтобы
люди, ну, РЛТ становится больше из-за того, что его больше раздают за квесты и все остальное, для того, чтобы люди как-то поднимали потихонечку планку и не копили там на Манераза 20-30 РЛТ, как я в свое время, скажем так, полгода назад. Хотя вру, я там копил на Манераза 5-7 РЛТ, а уже копили что-то там за 100 и выше. В принципе, на данный момент это все новости по роллеркоину. Одно могу сказать точно, в отличие от многих проектов, этот проект развивается. Он пытается понять, что хотят от него игроки и как это реализовать непосредственно в рамках их проекта. Потому что, согласитесь, хотеть можно много, но чтобы это прям реализовать здесь, это, ну, тяжело. Даже те же самые фестивали, которые были привязаны как-то к донату, играм или к маркету торговле и всего остального, они привнесли что-то новое. И когда разработчики роллеркоина увидели такой фидбэк от комьюнити, что типа вау, круто, как бы люди потянулись, они понимают, что нужно еще приносить чего-то нового, чтобы люди не скучали. И вот этот месяц, он будет таким стартовым. А далее, что будет, ну, увидим. С вами был MaxDays7. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!